Привет, друзья! Краткие бизнес-новости Европы, Германии и мира. Сегодня в Германии в центре внимания бывший министр финансов Кристиан Линдер, который делает неожиданный шаг. Он выходит из политики прямо в мир стартапов. С ноября его компания сможет инвестировать в молодые предприятия, как такой ангел-инвестор. А уже с декабря Линдер планирует помогать стартапам не только деньгами, но и своим опытом. В Берлине тем временем рынок труда находится в динамике, число безработных изменяется, а в ресторанах и отелях планируют оптимизацию персонала. Как власти и бизнес будут реагировать, станет ясно буквально в ближайшие месяцы. Международный бизнес тоже на повестке. Nestlé объявила о реструктуризации и планирует сократить тысячи рабочих мест, одновременно увеличивая продажи. Новый генеральный директор ставит амбициозные цели, и теперь весь мир наблюдает, как компания справится с переменами. Соединенные Штаты Америки готовят новые шаги в энергетической политике. Индия может отказаться от закупок российской нефти, а президент Дональд Трамп демонстрирует новый крупный проект в Вашингтоне, который уже обсуждают в деловых кругах. Даже социальная ситуация в Германии привлекает внимание. Почти 2/3 беженцев находятся под угрозой бедности, а крупнейшие пивоварни готовят повышение цен на популярные марки. И это еще не все. В центре событий также судебное разбирательство Johnson & Johnson по детскому тальку. Если вас интересует, как все эти события влияют на экономику и бизнес Германии и Европы прямо сейчас, смотрите до конца и не забудьте подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить. Итак, бывший министр финансов Германии Кристиан Линдер решил сделать серьезный шаг в бизнесе. Он станет инвестором стартапов. Правительство уже одобрило, с ноября его компания получит право вкладывать деньги в молодые предприятия. Такое решение требуется для бывших членов правительства, чтобы избежать конфликтов интересов. Линдер планирует уже с декабря предоставлять капитал и консультации стартапам на ранних стадиях развития и фазе роста. Он говорит, что хочет не просто вложить деньги, но и сопровождать команды своим опытом. В Гамбурге зарегистрирована его новая компания Кристиан Линдер. Именно через нее будут идти инвестиции. Компания была основана 26 июня 2025 года с уставным капиталом 25 тысяч евро. До этого Линдер занимал пост министра финансов с декабря 2021 года до ноября 2024 года и одновременно был лидером Свободно-демократической партии с 2013 по май 2025. И здесь интересно то, что некоторое время назад сообщалось, что Линдер уже получил разрешение участвовать в компании StepStone, популярном онлайн-портале для трудоустройства. Теперь начинается новая глава его карьеры. Из политики венчурной инвестиции старт уже запланирован, и многие будут следить, как бывший политик проявит себя в стартап-мире. И это только начало. В Берлине рынок труда испытывает значительные трудности. Промышленно-торговые союзы города предупреждают, без действий ситуация может ухудшиться. Особенно непростая ситуация складывается в сфере гостиниц и ресторанов, где владельцы бизнеса планируют оптимизацию персонала. Уже в сентябре уровень безработицы в Берлине достиг 10,3%, что на полпункта выше, чем год назад. При этом число работающих по страховке фактически не изменилось. Жюрген Витке, генеральный директор Берлинской ремесленной палаты, считает, что восстановления не видно и ситуация будет лишь ухудшаться. Его слова отражают серьезное отношение к текущей ситуации. Городская торгово-промышленная палата Берлина и ее заместитель Хенрих Ватт полагают, что в ближайшее время число работающих может не только остановиться в росте, но и даже снизиться. Именно в ресторанной отрасли прогнозы самые мрачные. 55% опрошенных компаний ожидают сокращения и ни одна прироста сотрудников. Снижение потребительской активности ощущается уже прямо сейчас. Число посетителей столицы упало на 1,8% за первые 6 месяцев года. Ночевки в отелях сократились почти на 3%. И главная причина – люди стали реже выходить в рестораны и кафе. Если власти и бизнес не найдут срочных мер, регулировать изменения в занятости будет непросто. А дальше еще интереснее. Сегодня в центре внимания гигант пищевой индустрии объявляет масштабные реструктуризации. Nestlé сокращает, внимание, 16 тысяч рабочих мест по всему миру за 2 года, 6% от глобального штата, и это только начало. Новый генеральный директор Филипп Навратил, вступивший в должность лишь несколько недель назад, уже объявил, цитата, «Мир меняется, и Nestlé должна меняться быстрее». Он поднял цель по сбережениям с 2,5 до 3 миллиардов швейцарских франков к 2027 году. Из этих 16 тысяч увольнений около 12 тысяч затронут офисных сотрудников.
а еще 4000 рабочих в производстве и цепочек поставок. Интересно, несмотря на грядущие сокращения, Nestlé отчиталась о резком росте. Органический рост продаж в третьем квартале составил 4,3%, что превзошло ожидания аналитиков. Но за этим стоят серьезные кадровые перемены. Прежний SEO Лоран Фрейкс покинул пост по внутренним организационным причинам. Теперь перед Nestlé стоит двойной вызов – реализовать амбициозные планы Навратила и удержать доверие рынка. Тем временем разворачивается новая интрига. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп организовал в Вашингтоне пышный ужин для спонсоров своего нового проекта строительства роскошного бального зала стоимостью около 250 миллионов долларов. На мероприятие были приглашены представители крупнейших компаний, включая Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft, Palantir и оборонный концерн Lockheed Martin. Трамп поблагодарил доноров, подчеркнув, что строительство финансируется исключительно частными средствами, без участия государственного бюджета. По данным американских СМИ, один из участников внес 25 миллионов долларов, а компания Google перевела 22 миллиона в рамках урегулирования конфликта, связанного с блокировкой его аккаунта. Новый бальный зал рассчитан на 1000 гостей и станет площадкой для официальных приемов и инаугурационных церемоний. Кстати, здание возводится из полунепробиваемого стекла и будет оснащено современными системами безопасности. Во время ужина Трамп также представил макет нового архитектурного символа Вашингтона – триумфальной арки Arc de Trump, которую планируется построить рядом с мемориалом Линкольна. Проект уже вызвал активное обсуждение в деловых политических кругах Соединенных Штатов. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Соединенные Штаты Америки объявили значительный дипломатический прорыв. По словам президента Дональда Трампа, премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал, что Индия больше не будет покупать нефть из России. Это решение рассматривается как важный шаг в энергетической политике Соединенных Штатов Америки. Трамп также заявил, что переход будет постепенным и займет некоторое время. Он также отметил, что Соединенные Штаты Америки ввели пошлины на индийские товары в контексте изменений в международной торговле именно с Россией. В августе Индия была подвергнута тарифам со стороны США за энергетическую торговлю с Россией, но официальный Нью-Дели заявил, что не получил подтверждения от Моди о таком обязательстве и что разговоров, как утверждает Трамп, могло и не быть. Такой шаг, и если будет выполнен, станет серьезным поворотом в глобальной геополитической игре. Индия – один из крупнейших покупателей российской нефти. Переключение на другие источники энергии для поставщиков может встряхнуть весь рынок. Следующая новость добавляет важных подробностей в общую картину происходящего. По данным Немецкого института экономических исследований, почти 2/3 беженцев в Германии находятся под угрозой бедности. В 2022 году доля таких составляла 63,7%, хотя еще в 2020 она достигала почти 70%. Под угрозой бедности считается тот, чей доход составляет менее 60% медианного чистого дохода домохозяйств. Для одного человека порог в 2022 году составлял 1419 евро в месяц. Основная причина – это слабая интеграция на рынок труда. Даже работающие беженцы зачастую заняты на низкооплачиваемых позициях, они работают неполный рабочий день. Уровень бедности среди коренного населения остается существенно ниже – около 12-13%. Отдельно немецкий институт экономических исследований отмечает, что число беженцев в Германии выросло значительно за последние годы, и демографические сдвиги усиливают давление на систему социальной защиты. Положительный момент – то, что с 2022 года коэффициент риска бедности среди беженцев постепенно снижается благодаря улучшению трудовой интеграции. Наибольшую уязвимость демонстрирует домохозяйство без занятых членов. Если никто не работает, шанс оказаться за чертой бедности возрастает значительно. И это не единственное, что сегодня взбудоражило экономику. Ситуация в пивной индустрии Германии ухудшается. Крупные пивоварни объявляют о предстоящем повышении цен на пиво. По данным отраслевого анализа, 6 из 10 самых продаваемых марок пива уже готовятся поднять отпускные цены. Среди них Радебергер и Варстайнер, которые запланировали повышение с 1 января 2026 года. Например, упаковка Радеберг Пильснер станет дороже на 34 цента, а марки Джевер и Уркрастрицен ощутимо добавят в цене до 67 центов. По прогнозу экспертов, повышение может составлять от 1 до 1,5 евро за упаковку. Не обходится и без увеличения цен на разливное пиво.
Причина – стремительный рост затрат на сырье, логистику и энергоресурсы. Многие компании считают, что прежний уровень цен уже не соответствует текущим экономическим давлениям. Однако есть нюанс. На рынке уже много акций, скидок, особенно со стороны ритейлеров. Это может снизить эффект новых цен у конечного потребителя. Проблема в том, как и в какой степени торговые сети и кафе перенесут рост цен именно на потребителей. От этого и зависит, станет ли пиво существенно дороже для миллионов жителей Германии. А вот следующая новость способна удивить даже скептиков. Джонсон & Джонсон снова в центре внимания. Компания участвует в судебных процессах по продукции с детским тальком. В Великобритании подан коллективный иск, где заявители утверждают, что тальк может содержать вредные вещества и стал причиной заболеваний. Истцы подали иск с требованием финансовой компенсации в значительном объеме. Компания отрицает свои обвинения, утверждая, что ее тальк был безопасен и не содержал асбеста. Этот иск стал первым подобным делом в Великобритании. Он напоминает о многочисленных судебных разбирательствах в Соединенных Штатах Америки, где Джонсон & Джонсон уже выплатил сотни миллионов долларов в качестве компенсации. В 2023 году компания прекратила продажу продукции на основе талька, заменив его на кукурузный крахмал. Однако в Великобритании тальк продолжает продаваться и с 2023 года. Этот случай поднимает важные вопросы о безопасности потребительских товаров и ответственности крупных корпораций перед потребителями. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.